История начинается с того, что кажется битвой между спасителями и большим метафизическим существом, похожим на дракона. Когда резервации получают серьезный урон, мы видим главного героя Мароху, который мельком видит двух девочек в своей прошлой жизни и кричит, что он будет победить любого, кто отнимет у него что-то дорогое. Мароха начинает писать заклинания, чтобы победить дракона, в то время как другие спасители поддерживают его. После завершения заклинания Мароха атакует дракона мечом в лоб, что приводит к сильному взрыву и появлению света. Затем сцена переключается на 6 месяцев, предшествующих событию, начиная с академии, где ее директор произносит речь перед этими студентами, которые выбраны для участия в нем. Спасители. И у них есть все воспоминания о своей прошлой жизни, чтобы победить метафизиков и защитить мир от них. Во время речи Мора засыпает и видит сны о своей прошлой жизни с девушкой, в которых он сражается в большой битве, а после битвы они с девушкой собираются поцеловаться. Внезапно он просыпается и видит перед собой Сацуки, которая бьет его головой, от чего он падает, и ругает его за то, что он заснул на уроке. Когда он полностью приходит в себя, он замечает, что Сацуки – это девушка из его сна. Он называет ее старым именем Сараша, когда она отвечает флагой, как старым именем Марохи, и мгновенно подпрыгивает от радости, называя его своим братом. Но он быстро сообщает ей, что почти ничего не помнит о своем брате, прошлой жизни и что это имя просто всплыло у него в голове. Она тут же предлагает снова ударить его по голове, чтобы вернуть ему память. Но их внимание быстро привлекает какой-то шум, и обернувшись, они видят девушку, лежащую на полу. Мароха подходит к ней, на что она бормочет Шусара, мгновенно целуя его, что побуждает Сацуки разорвать отношения из чистой ревности и наброситься на Шизуну, которая затем говорит, что она ошиблась человек, и говорит, что она была в полусне. После каждого такого замечания Сацуки спрашивает, целует ли она кого-нибудь в таком состоянии. Сацуки жалуется на то, что она никогда не делала ничего подобного в своей нынешней жизни, и на то, что Шизуно украла ее очередь. Когда Мароха пытается разрядить ситуацию, Шизуно спрашивает его, что он думает о ее губах, но Марохе становится неловко от этого вопроса. И он говорит ей, что она обесценивает женщин. На что она отвечает, что он ей интересен. «Меня видели взволнованным и обеспокоенным». Сацуки разглагольствует о том, что Мароха даже не помнит ее и обзывает его, прежде чем выбежать в слезах. Позже в классе классная руководительница собирается объявить о посещаемости, но Сацуки называет себя и представляется. Но ее встречают негативными замечаниями относительно того, почему люди следовало бы последовать за ней, оставив ее в неловком положении. Мароха прекращает переполох, объясняя, как им следует закончить посещение до истечения времени, чтобы поддержать Сацуки. Когда учитель называет имя Шизуно Ешибары, видно, что девочка, которую они оба встретили в аудитории, снова спит. День продолжается, и Сацуки можно увидеть в раздевалке для девочек, где она бормочет что-то про Мароху. Незадолго до того, как отправиться в Колизей, к Марохе снова подходит Сацуки, которая быстро обнимает его и спрашивает, не хотят ли они пойти на свидание после школы. Но он пытается уклониться, говоря ей, что планирует устроиться на работу, но она сообщает ему, что школа не работает. «Я этого не допущу». Когда мы с Шизуно и другими учениками приходим в Колизей, их инструктор рассказывает им о двух типах навыков – темных и светлых. Кроме того, они научатся использовать навыки света и покажут им, как вызвать своего плана, когда костюм закрывает его тело. И пока ученики восхищаются этим местом, он сообщает им, что поскольку они прожили прошлые жизни, они должны иметь возможность использовать это. Но все они в конечном итоге сталкиваются с трудностями, за исключением Сацуки, которая с легкостью вызывает своего плана. Сацуки начинает хвастаться своим планом и пытается покрасоваться перед Марохой и другими учениками. Тем временем парень по имени Джин и Суруги жалуется на то, что занятия проходят впустую и все это скучно. Сацуки подходит к нему, чтобы узнать, может ли он также призвать свою плану. Когда он призывает свою плану, они в конце концов вступают в спор, который приводит к дуэли между ними. Они оба достают свое оружие из ножен. Сацуки на первом месте выступает хорошо, но по мере продолжения боя и Суруги с его мощью и могуществом легко побеждает Сацуки и режет ее верхняя одежда, открывающая большую часть ее спины. Начинает называть ее слабой и выкрикивать еще более оскорбительные замечания. Мароха натягивает на Сацуки свой свитер, и позже она убегает с позором. Мароха и Сацуки позже сидят в кафе, но все еще подавлены из-за матча. Сацуки рассказывает о своих неудачах и некоторых фактах из своей жизни, а также о том, что у нее не было друзей из-за переезда с места на место. Место из-за метафизических нападок. Рассказывая о своих снах из прошлой жизни, она рассказывает Марохе, что больше не чувствовала себя одинокой, а позже обнаружила, что она спасительница. В очередной раз в школе Мароха сталкивается с Исуруги и требует, чтобы он извинился перед Сацуки. Но Исуруги говорит, что извинится только в том случае, если сможет ударить его один раз, и бросает ему кучу оружия для драки. Тем временем Сацуки заканчивает принимать душ, когда к ней подходит Шизуно и сообщает о ситуации. Эти двое прибывают в Колизей, чтобы стать свидетелями драки. Поскольку у Исаруги есть преимущество, так как у Марохи не было никакого плана, он избивает Мароху большую часть боя. Мароха пытается настоять на своем, но вскоре его меч ломается, но он все равно не сдается и продолжает сражаться. В разгар схватки Мароху прижимают к земле. Сацуки кричит, что он непревзойденный фехтовальщик и обладатель священного меча. Мароха также вспоминает
напоминает о нем и Сацуки, где он обещает ей, что всегда будет возвращаться к ней домой, независимо от того, насколько опасной будет битва. Когда она снова кричит, что поцелует его, если он победит, он заявляет, что помнит, что позволяет ему, чтобы полностью освободить свой план и призвать свое оружие Саратогу. Затем Маралха атакует Исуруги сильным ударом и начинает использовать свои магические способности, в то время как профессора бросаются к ним, чтобы стать свидетелями драки. Исуруги расстраивается, так как он много тренировался, чтобы достичь этой силы, и наносит последний удар. Мароха блокирует атаку и ломает свое оружие, что делает Мароху победителем, но из-за количества использованной магии он теряет сознание и его подхватывает плачущая Сацуки. Затем сцена переходит в сон, где Мароха разговаривает с Сацуки, и она собирается поцеловать ее. Мароха просыпается от поцелуя и понимает, что это не Сацуки, а маленькая девочка. Затем директор объясняет, что девочка исцеляла ее своим поцелуем, чтобы дополнить его план. Она также показывает связанную Сацуки, которая пыталась забраться к нему в постель, поэтому они связали ее. Затем директор рассказывает о своей драке с Исаруги и раскрывает, что Мароха древний дракон, что крайне редко встречается у спасителей, перерождающихся с двумя официальными жизнями, которые она уточняет, рассказывая о том, как он сражался с Исаруги, показывая, что он использовал темное искусство 3-го уровня во время боя в качестве 2-го чувства. Когда директор уходит, маленькая девочка советует Марохе быть осторожным, так как она видит в его будущем проблемы с женщинами. Когда Мароха и Сацуки выходят из лазарета, Сацуки пытается поцеловать его, но в это вмешивается Шизуно, которая целует его вместо этого. Позже на занятиях Сацуки обменивается номерами с Марохой и Шизуно. В класс заходит парень и зовет Мароху и Шизуно. Девочки, кажется, сходят по нему с ума. Парень сказал им, что они были повышены до ранга Си по личным рекомендациям директора, и он тоже наблюдал за боем, потому что Исуруги его младший брат. Он также уточнил, что ранг Си предлагает оплачиваемую стипендию, которая покрывает все их расходы и гарантированное место в ордене. Белые рыцари, когда они закончат учебу. Мароха спрашивает, в чем подвох. Затем парень уточняет, что как капитан, он требует, чтобы они были в его элитной команде нападающих, которым поручено бороться с метафизиками. Мароха затем спрашивает его, какую стипендию он получит. Когда капитан шепчет ему на ухо, Мароха шокирован и готов присоединиться. Внезапно появляется Сацуки и тоже просит присоединиться, но капитан отказывается, так как она потерпела поражение от Эске. Услышав это, Сацуки убегает, крича, что будет усердно тренироваться. Позже Маро и Шизуно знакомятся с нападающими. И начинается тренировка, где Шизуно рассказывает Марохе, что эта команда нападающих уничтожила больше метафизиков, чем даже Орден Белых Рыцарей. После долгого дня тренировок Мароха и Шизуно отправляются на прогулку, где появляется Сацуки, чтобы сказать им, что она ждала их, чтобы пойти куда-нибудь поужинать или что-то в этом роде. Но Шизуно отказывается, так как они с Марохой устали после долгого дня тренировок. Это огорчает Сацуки, и она уходит. Затем Мароха советует Шизуно не быть такой суровой к Сацуки, и он хочет поужинать с ней, поэтому бежит к ней. Затем Мароха и Сацуки некоторое время гуляют вместе, и Мароха говорит Сацуки, что позвонит ей, когда освободится, что делает ее по-настоящему счастливой. На следующий день Сацуки звонит Шизуно и приглашает ее пройтись по магазинам. Она говорит Шизуно, что хочет купить подарок от Марохи, чтобы поздравить его с достижением ранга С. После долгих поисков они садятся на скамейку, где Шизуна просит ее купить ей мороженое. Как только Сацуки покупает мороженое, она замечает, что небо выглядит странно, и внезапно позади нее появляется большая волна, обнажающая массивную метафизическую фигуру, похожую на змею. Сацуки и Шизуно поражены, глядя на это, но Сацуки видит ребенка, которому нужна помощь. Сацуки быстро избавляется от этого чувства и призывает своего плана атаковать метафизика, в то время как Шизуно спасает ребенка. Вскоре после этого Шизуно присоединяется к драке и сообщает нападающим о необходимости подкрепления. Они вступают в бой внутри торгового центра, чтобы нанести как можно больше урона до прибытия подкрепления, но они поражены, увидев, что у змеи несколько голов. Одна из голов атакует дымовым полем, превращая их обоих в камень. Поскольку Шизуно окаменела, у Сацуки теперь нет другого выбора, кроме как дождаться подкрепления и остаться в живых. Тем временем Мароха добирается до нападающих, где капитан запрещает посылать подкрепление, поскольку метафизики — это класс с дредами, который слишком силен, чтобы сражаться. И посылать нападающих было бы самоубийством, так как для этого потребуется более 100 человек, чтобы убить его. Мароха расстраивается и вспоминает, как он потерял своих родителей из-за потери крови и не мог помочь с переливанием крови, когда был ребенком. Мароха тогда кричит, как они могут быть спасителями, если не могут спасти даже своих друзей. Тем временем Сацуки вот-вот будет съедена девятиглавой змеей, но внезапно появляется меч и отсекает ей язык. Это был Мароха. Он продолжает сражаться со змеей и наносит несколько ударов. Затем Шизуно кричит ему, что в нем заключена великая сила, и он просто должен помнить об этом. Затем внезапно он получает проблеск своей магической силы из прошлой жизни, что увеличивает его силу, и он начинает писать заклинание. Он уклоняется от атак змеи, пока пишет заклинание, чтобы завершить его. Когда заклинание завершается, вызывается шар темной магии инь-ян 5-го уровня, который он наполняет своим мечом и одновременно атакует змею. Появляется большая вспышка света, и змея падает с неба на куски. Вскоре после этого Сацуки также приглашают присоединиться к резервным подразделениям страйкеров из-за ее храбрости в борьбе с метафизиками. В этот момент Мароха пытается расспросить Шизуно о ее другой прошлой жизни и о том, как она связана с ним, но она уходит, сославшись на какой-то другой день. Сцена переходит к Шизуно и ее брату, где он поздравляет ее с дружбой с древним драконом Марохой и снятием метафизического уровня дредов с ним,
что делает их фамилию гордой. Вскоре после этого Мароха, Сидзуно и Сацуки, сидя в кафе, заводят разговор о метафизической встрече и о том, почему директор хочет, чтобы все трое получили зачет. Когда Мароха был тем, кто победил его. Но Мароха продолжает, что они оба тоже помогли, так что это не проблема. Большое дело. Затем Шизуно объясняет, почему это так важно для Марохи. Она объясняет, что уровень метафизики, который он преодолел, может быть преодолен только 6 главными спасителями в Ордене Белых Рыцарей. Пока они обсуждали это, подошел парень в очках и сел за соседний стол. Он заказал чашку чая, но официант растерялся, потому что его манера говорить была английской. Затем Сацуки попыталась заговорить с ним, и он тоже попросил у нее чашку отличного чая и похвастался Англией и ее роскошным чаем. Но она объяснила, что это кафе не является местом, где подают вкусный чай. Роскошный 5-звездочный ресторан, как в Англии, поэтому вместо этого она угощает его фруктовым морсом. Чай выглядит изумительно, но сделав глоток, он выплевывает его, потому что в нем много специй. Мароха пытается достать для него полотенце, но внезапно время замирает. Он замечает, что парень внезапно начинает двигаться очень быстро, и парень пытается ударить его, но не попадает в него из-за сильного удара воздуха. Парень спрашивает Мароху, почему тот не увернулся. Мароха отвечает, что он знал, что тот не собирался его бить. Затем он оставляет деньги на палубе и направляется туда, где Сидзуно рассказывает, что этот парень Эдвард, один из 6 главарей и главный человек в британской штаб-квартире. Он здесь, чтобы встретиться с Маро, так как он древний дракон, и глава 6 хочет повысить его до ранга С. Шизуно объясняет Сацуки, что у людей ранга С вообще нет никакой свободы, поскольку они должны всегда выполнять приказы, чтобы сражаться с самыми ужасными метафизиками, которые могут даже убить их. Позже ко всем троим подходит та маленькая девочка с директором школы, которая на днях поцеловала Мароху. Она представилась как Майя. Затем Сидзуно говорит, что директор старшая сестра Майи, а брат Сидзуно председатель Академии Кабана. Позже в Колизее учитель объявляет тренировочный бой между добровольцами 1 и 2 курсов. Парень по имени Ками со 2 курса выступает в качестве добровольца и указывает Маралхе на необходимость драться. Этим боем также руководят Эдвард и брат Шизуно, но Эдвард довольно занят игрой. Ками без колебаний начинает с действительно мощного заклинания 2 уровня, но Мароха блокирует его, встречая тем же заклинанием, но более мощным, в результате чего Ками терпит поражение. Через некоторое время Мароха отправляется в кабинет директора, чтобы получить информацию о Шизуно и ее брате, где его встречают, клянусь, Майей. Затем Майя объясняет, что семья Шизуно очень богата, и они долгое время финансировали всю Академию. Более того, ее брат хочет повысить авторитет своей семьи, используя навыки и талант Шизуно. Вскоре после этого, когда Мароха лежит на земле, он видит проблеск своей прошлой жизни, где рядом с ним находится женщина, которая утверждает, что она волшебница преисподней, но не может ясно разглядеть ее лицо. Когда он просыпается, Шизуно лежит рядом с ним. Он смущен, но все же пытается спросить, не является ли она волшебницей из преисподней. Шизуно отвечает, что не понимает, о чем он говорит. Тем временем Эдвард и его отец сидят в машине, обсуждают, что директор школы, отдающий должное им троим, не имеет никаких доказательств. И возможность того, что Мароха просто победит метафизика, может быть более точной. Эдвард отвечает, что ему нужно чаще видеть его, чтобы понять. Сцена переходит к Сидзуно, где его брат устраивает ей встречу с Марохой, который также переодевается в костюм для ужина. На ужине брат Сидзуно предполагает, что Мароха может стать рангом, как будто он должен заявить, что он в одиночку победил метафизика. И для этого брат Шизуно предлагает Марохе стать рангом выше. Двое других могут солгать. Шизуно пытается отказаться, но ее брат успокаивает ее, говоря, что так будет лучше для семьи. После ужина они оба оказываются в комнате Шизуно, где Манохе все кажется чужим, так как было слишком тесно. Где Шизуно признается, что все, что она делает, всегда навязывается ей с самого начала, и что вот почему она предпочитает спать там, где все так, как ей нравится. Действие переносится в прошлую жизнь Шизуно, где она была ребенком-рабыней и была вынуждена работать, но ее спас Мароха того времени. Затем они с Марохой выходят на улицу подышать свежим воздухом, прежде чем он уйдет, и провести там немного времени. Когда Мароха сидит в машине, он замечает, что за ним кто-то следит, поэтому он выходит до места назначения, и водитель дарит ему немного еды в подарок. Проходя мимо парка, он заметил, что парень прячется за деревом, и предупредил его, чтобы он убирался, пока с ним ничего не случилось. Но вместо этого парень набросился на него и отобрал у него еду. Так что Маро, не имея выбора, тоже начал сопротивляться, и во время драки наткнулся на него, обнаружив, что этот парень на самом деле женщина. Пока бой продолжается, она пытается нанести Марохе завершающий удар. Мароха вот-вот получит удар, но внезапно вспоминает о магии ветра, которую он использовал в своей прошлой жизни, и использует ее против этой таинственной женщины, и ее уносит прочь. Ее одежда порвана, и она убегает. Тайна этой женщины раскрывается, когда Эдвард разговаривает по телефону с братом Шизуно, чтобы солгать, что Мароха не настолько силен. И он лично проверяет это, отправляя ее отца сразиться с ним. Если не считать того, что она солгала, она серьезно ранена. Тем временем Мароха добирается до своей комнаты, чтобы испытать еще один шок, увидев Майер в своей комнате, и она подтверждает, что отныне будет его новой соседкой по комнате. Позже Шизуно была в шоковом состоянии, узнав, что ее брат от имени Эдварда хочет отправить ее на учебу в Великобританию. Она попыталась отказаться,
тренироваться, но ее брат снова упомянул фамилию. На следующий день Мароха замечает, что Шизуно пропускает занятия без предупреждения. Вскоре вбегает Майя и говорит, что Шизуно нуждается в нашей помощи. С другой стороны, Шизуно ужинает со своим братом в Эдварде, где ее брата прерывает телефонный звонок. Она отвечает на телефонный звонок, чтобы услышать Мароху, который интересуется, почему она соглашается учиться за границей и не принуждают ли ее к этому. Он говорит ей, чтобы она не слушала своего брата, но она плачет и отвечает, что привязана к своей фамилии и не может ослушаться. Тогда она обрывает телефонный разговор. Через некоторое время, когда ужин продолжается, Мароха вламывается в окно, чтобы остановить ее. Он соглашается перед Эдвардом, что именно он в одиночку победил метафизика, чтобы спасти Шизуно от ухода. Шизуно пытается остановить его, но он просто спрашивает ее, хочет ли она остаться с ней или нет. Она начинает плакать и отвечает, что останется с ним на всю оставшуюся жизнь. Мароха подхватывает ее на руки и убегает, чтобы посидеть в машине с Сацуки и Майей. Брат Шизуно просит Эдварда немедленно вернуть ее обратно. Внезапно на машину Марохи нападают, и он спасает ее от падения с обрыва. Из ниоткуда появляются Эдвард и его Лапа, чтобы вернуть Шизуно. Эдвард уточняет, что нет никаких доказательств того, что Мароха победил метафизика в одиночку, поэтому им нужно забрать Шизуно с собой. Мароха затем предполагает, что доказательства победы над самим Эдвардом будет достаточно. Эдвард принимает вызов. Сацуки и Шизуно разбираются с Лапой, пока Мароха сражается с Эдвардом. Эдвард вызывает большой меч и начинает лидировать, используя свою скорость. Мароха пытается написать заклинание, но Эдвард на высокой скорости отбрасывает его к дереву. Тем временем Майя устанавливает защитное поле и говорит Марохе, что теперь он может сражаться изо всех сил. Мароха завершает свое заклинание, уклоняясь от Эдварда, и отсекает его меч. Когда Мароха собирается нанести удар во второй раз, Эдвард выхватывает свой второй жетон и вызывает неразрушимую броню со щитом. Настоящая битва начинается с того, что Мароха пытается пробить броню, но после множества ударов ему удается проделать лишь небольшое отверстие в своей голове. Он понимает, что полностью пробить его броню будет невозможно. Поэтому он думает о Шизуно и вспоминает свое прошлое с ней во флешбеке. Он помнит, что Шизуно была с ним в его прошлой жизни, и он был правителем великих земель, когда использовал ледяную магию, чтобы заморозить целую империю. Затем Мароха поднимается в небо, используя гравитационную магию, и пишет длинное заклинание 8-го уровня, повергая всех в шок. Когда он завершает заклинание, ледяной дракон ударяется о землю, создавая большую волну ледяной магии, превращая все луга, горы и животных в пределах досягаемости в лед. Эдвард смеется, видя, что Маро обладает невообразимой силой, пока не попадает под лед и не замерзает. Мароха и остальные находятся в доме директора, где Мароха рассказывает, что он не убивал Эдварда, а просто превратил его в ледышку. Через некоторое время Эдвард сам приходит к ним и разговаривает с Марохой и Шизуно. Он соглашается с тем, что Мароха победил честно, и он приходит к ним с миром и больше не будет их беспокоить. Более того, он спрашивает Мароху, почему тот не увернулся в кафе, когда тот собирался ударить его. Мароха отвечает, что исходя из своего плана, он был уверен, что Эдвард не собирается его бить. Эдвард, выслушав ответ, рассмеялся и официально присвоил Марохе звание С от имени британской штаб-квартиры. Проходит месяц после события, и сцена переходит к страйкерам, где капитан объявляет, что летний тренировочный лагерь в этом году будет проходить на маленьком острове в Ямагучи. И они собираются тренироваться на пляже, сохраняя при этом безопасность в этом районе. Позже Сацуки и остальные отправятся на пляж за покупками для летнего лагеря. Мароха тоже заходит туда, где натыкается на Момо, которая тоже делает покупки для пляжа. Она смущается, когда Мароха пытается помочь ей с покупками и следует за ней повсюду. Вскоре после этого директор произносит заклинание, которое перенесет всех на остров. Затем Майя рассказывает Марохе, что это заклинание называется «Врата», и директор может использовать его один раз в день, потому что оно забирает много плана. Заклинание создает магический круг, и в мгновение ока все оказываются на пляже. С началом дня все веселятся на пляже, дразнят друг друга и играют друг с другом в игры. У Сацуки и Момо наступает момент, когда они спорят, и Сацуки бросает вызов Момо на перегонки, чтобы узнать, кто из них лучше. Момо, будучи самой быстрой бегуньей из нападающих, принимает просьбу, и гонка начинается. Сацуки проигрывает в первый раз и просит матч-реванш, где она проигрывает снова и снова и снова, пока не сдастся после нескольких поражений. Внезапно Марохер получает звонок от Эдварда, чтобы сообщить ему о встрече, которую собирается провести шестерка лидеров по поводу его утверждения в ранге С, и ведущий. Это тот самый главу русского штаба называют русской слезой, потому что она самая сильная из 6 руководителей. Ночью Шизуно и Майя следуют за Марохой и Сацуки, чтобы узнать, что они задумали. В то время как Сацуки просит Мароху потренировать свои навыки бега, потому что она хочет победить Момо, Мароха отвергает идею тренировок. Потому что бег – это плановое умение Момо, и она в нем сильно преуспевает. Сацуки не может победить ее даже после многих лет тренировок. Мароха советует ей тренировать другие навыки, но Сацуки непреклонна в этом, потому что она хочет быть с Марохой все время. Не так, как в ее предыдущей жизни, где Мароха всегда оставлял ее позади, так как он всегда отправлялся на свою миссию. Глядя на грустную Сацуки, Мароха соглашается тренировать ее по ночам, но только для того, чтобы сделать ее сильной, а не для того, чтобы победить Момо. Сцена переходит к директору и главе японской штаб-квартиры Анду, который уходит на встречу с 6 руководителями. И он спрашивает у директора: директор школы должен защищать страну, когда он недоступен, так как все старшие по званию находятся в ее академии, забастовщики.
Тем временем забастовщики устраивают вечернее пиршество, на котором Сацуки готовит для них аппетитное барбекю, а также учит Момо готовить. Ночью Сацуки пытается пробежать по воде как можно дальше, следуя наставлениям морали. Он советует ей не брать на себя тяжелую ношу и делать глубокий вдох. Тем временем шпионка Майя и Шизуна уходят, так как ничего особенного не происходит, просто тренировка. Сацуки подозревает что-то далеко в воде, но не обращает на это внимания, думая, что ей должно быть мерещится. После этого забастовщики проводят всю ночь, играя с фейерверками и веселясь. Когда Мароха возвращается в свою комнату, появляется Шизуно в японском платье. Она жалуется ему на то, что он проводит с ней недостаточно времени и хочет, чтобы он провел с ней хотя бы этот момент. Итак, Мароха и Шизуно сидят и разговаривают друг с другом о своих семьях и о том, как Шизуно хочет встретиться с дядей Марохи и Эн. Глядя на луну и сверкающие фейерверки, они проводят время и наслаждаются спокойной ночью. Сцена переходит к собранию 6 главы, где Эдвард продолжает собрание, объявляя голоса за повышение Марохи в звании. Только глава штаб-квартиры в Японии Анду голосует за, а остальные главы против, потому что нет доказательств, подтверждающих тот факт, что Мароха победил метафизического змея. Анду поддерживает голосование за, говоря, что Мароха был настолько эффективен в победе над метафизическим змеем уровня дредов, что никто не смог это зафиксировать, кроме русской ужасной Василисы. Не удовлетворен. Даже Эдвард пытается поддержать Мароху, ссылаясь на то, что он сам наблюдал за ним во время драки, но когда он заканчивает свое заявление, Анду внезапно чувствует острую боль в груди. Испытывая боль, он говорит, что у него появилась новая метафизическая проблема, и на столе появляется предупреждающее сообщение. Тем временем вертолет наблюдает за монстром для освещения новостей и получения соответствующей информации. Метафизический монстр, безусловно, огромен по размерам и имеет ужасающий вид. Забастовщики также смотрят трансляцию с вертолета. Капитан объясняет, что размер метафизического составляет 300 метров, что даже больше, чем у класса Дредлок, и они называют его классом крепость, потому что они никогда не видели такого класса. Метафизические, как это было раньше. Карта показывает, что метафизик направляется к острову, который патрулируют забастовщики. Капитан также говорит, что штаб-квартира Японии приказывает им отступить, потому что метафизический фактор слишком силен, чтобы они могли с ним справиться. И они должны немедленно эвакуировать жителей района. Во время разговора экран внезапно становится нечетким, так как вертолет, ведущий трансляцию, подвергается нападению стаи насекомых и уничтожается. Капитан приказывает всем уходить вместе с местными жителями, которые уже поднимаются на борт, чтобы отправиться на кораблях. Вернемся к встрече, где русская террористка Василиса угрожает Анду не уходить и сразиться с метафизиком, потому что она хочет увидеть, как Моро сражается с ним, чтобы проверить, заслуживает ли он этого. Ранг С. Когда Анду пытается уйти, одна из других голов ударяет его усыпляющим заклинанием. Эдвард теперь надеется только на то, что Мароха что-нибудь придумает. Корабли для эвакуации покидают остров, но Мароха, Сацуки, Шизуно и Майя решают остаться, чтобы бороться с метафизикой. Вскоре появляется и капитан, потому что он не хочет убегать. Он говорит, что теперь он действует не как капитан, а как спаситель, и он обязан выполнить свой долг. Очень скоро появятся и остальные нападающие, потому что они тоже не хотят уходить, потому что им не позволяет гордость. Капитан пытается заставить их вернуться, но они твердо стоят на своем. Затем нападающие поднимают мечи и дают клятву сражаться. По мере того, как метафизика приближается, капитан предполагает, что они собираются использовать сирену из гавани, чтобы заманить его к себе, поскольку его привлекают звуки. Вот почему он уничтожил вертолет ради овещания. В следующий раз одна команда атакует монстра с правой стороны, а за левую отвечает он сам, в то время как Мароха будет ждать впереди для полномасштабной лобовой атаки. Он также предполагает, что Момо будет выступать в роли трансмиссии, поскольку она может бегать очень быстро. Включаются сирены, но как только монстр приближается к гавани, волны ударяются о столбы электропередач и сирены смолкают. Метафизик тоже останавливается, так как не слышит никаких звуков, что сильно влияет на стратегию атаки капитана. Из ниоткуда появляется Ками и начинает запускать фейерверки, чтобы привлечь внимание метафизиков. Метафизик снова начинает приближаться к Ками, когда он бежит, стреляя фейерверками. Команда левой стороны теперь атакует его всеми своими дальними воздушными атаками, такими как ледяная магия, молния, инферно и так далее. Ударяя по нему одновременно, вы можете сломать ему одну из ног. Затем метафизик выпускает жуков из своей кожи, чтобы защищаться с левой стороны. Как только метафизик добирается до капитана, он вызывает свой меч и атакует, вспоминая свои тренировки с Моро. Атака капитана проделывает дыру в ноге и полностью разрушает ее. Теперь спереди Моро воспроизводит музыку со своего телефона, подключенного к большой звуковой системе, заставляя метафизика двигаться к нему быстрее. Моро вызывает Салтигу и бросается в атаку на метафизика. Высоко подпрыгни, чтобы написать заклинание под названием Иньян, наполни его мечом и одним ударом отруби ему одну из рук. Он атакует второй рукой, но Моро продолжает блокировать его. Тем временем другая команда занята борьбой с жуками. Сацуки и Юзук уничтожают нескольких из них, и Юзук меняет свой лук на копье для ближнего боя. София также уничтожает большое количество врагов, в то время как вице-капитан Кика занят написанием заклинаний одно за другим. Для следующего удара капитан продолжает атаку и
отрубает хвост метафизику. Пока капитан стоит на вершине метафизика, появляется Момо и докладывает о том, как все происходит. Пока они разговаривают, метафизик издает звуки смеха, и внезапно на его теле начинает появляться большое количество голов, доказывающих, что это многоголовый метафизик. Капитан приказывает Момо сообщить всем, чтобы они быстро уходили, и они оба спрыгивают с корабля. Головы на метафизике начинают втягивать в себя воздух и вскоре испускают мощную звуковую волну. Звуковая волна настолько сильна, что заставляет всех отвлекаться и закрывать уши, даже Мароха испытывает трудности. Когда звуковая волна заканчивается, все ослабевают, и только Сацуки держится на ногах. Она встает и пытается помочь Шизуно, но начинает появляться все больше и больше насекомых. Момо подходит к ней и сообщает, что всем нужно отступить. Сацуки теперь защищает всех и отказывается убегать, сражаясь в одиночку с насекомыми и крича. Почувствовав это, метафизик начинает поворачиваться в ее сторону. Затем Момо подходит к Марохе. Она сообщает ему о том, что Сацуки сражается в одиночку, а метафизик пытается приблизиться к ней. Мароха просит Момо отвести всех в безопасное место, так как он хочет самостоятельно покончить с этой метафизикой, прежде чем она дойдет до Сацуки. Затем Мароха набрасывается на метафизику и придумывает способ победить ее. Его внезапно поразил один эпизод из его прошлой жизни, когда он использовал магический круг. Он вонзает свой меч в каменистую оболочку метафизики и начинает бежать, чтобы нарисовать магический круг. Момо начинает помогать ему, убивая насекомых, которые пытаются встать у него на пути. Тем временем остальные натыкаются на барьер, пока Сацуки сражается с насекомыми. Сацуки начинает уставать, но как только Мароха кричит ей, что она закончила со своей ролью и он может позаботиться об остальном, она падает. Момо бросается к ней и прижимает ее к барьеру. Метафизик начинает новую атаку звуковыми волнами. Заметив это, Мароха быстро перемещается, прежде чем это произойдет, и переносит свой план в магический круг. Магический круг испускает лучи света, и после мощного взрыва метафизический мир стирается с карты. Глядя на это, шестерка лидеров немедленно соглашается повысить Мароху до ранга С, что вызывает негодование у русского террора. Прежде всего, Эдвард предлагает испытательный срок до окончания школы, то есть 3 года. До тех пор к нему следует относиться как к студенту. Анду согласен с этим, потому что он, вероятно, все равно будет служить под его началом. Кажется, все возвращается на круги своя, пока Сацуки и Шизуно ссорятся из-за Маро. Тем временем русский террорист дает указание наемному убийце избавиться от человека ранга С в Японии, то есть от Маро. Через несколько дней в Академии Мароха открывает свой шкафчик, и оттуда выпадает любовное письмо, в котором говорится, что ты мне нравишься, и я буду ждать тебя за стадионом номер 1. Мароха подходит к девушке. Он узнает, что она русская студентка по обмену, но зачем ей передавать ему любовное письмо? Когда она объясняет, что ее зовут Алина, она влюбляется в него с первого взгляда. Но Мароха спрашивает, как это вообще возможно, ведь она написала письмо 1 числа, а теперь она влюбляется в него, разве не наоборот? Алина уточняет, что ее источники сказали, что именно так это делается, или может быть это неправильно, и она сама себя запутала. В любом случае, Мароха отвергает ее, так как не понимает ситуации, и она впадает в депрессию, заявляя, что хочет умереть прямо сейчас. Затем Мароха предлагает, чтобы они пока оставались друзьями. Позже в классе появляется Алина, и все думают, что она симпатичная и не такая страшная, как остальные русские. Алина представляет себя, написав свое имя на белой доске. Когда учитель указывает ей на место, Сацуки поднимает руку и спрашивает Алину о ее фамилии. Она отвечает, что у нее нет настоящей фамилии, потому что у нее нет родителей. Фамилия, которую она использует, это название ее учебного заведения, где она обучалась с детства. После этого Шизуно встает и спрашивает, по какой причине она пришла сюда. Похищение, расследование или покушение на убийство? На что она отвечает, что ее цель – сделать Мароху своим парнем, и она уже сделала ему признание. Слушая это, все пребывают в шоке, и это смущает Мароху. Сацуки подбегает к Алине и кричит ей, что она не может делать такие вещи без ее разрешения, так как она ее сестра. Алина и Сацуки ссорятся с Марохой, и через некоторое время к ним присоединяется Шизуно. Она спрашивает Алину, что ей нравится в Марохе. Она отвечает, что это любовь с первого взгляда. Алина задает вопрос Шизуно, и та отвечает, что ей нравится в Марохе все. Спор продолжается до тех пор, пока весь класс не проявит интерес, что еще больше смутит Мароху. В тренировочном лагере, где Юзук и София проводят спарринг. Юзук, обладающий способностью менять свое оружие на несколько типов, превращает его в сменный меч, а затем в простой меч, но его атака наносит не так много ударов, так как София использует свою способность Imprintable плана, что делает ее неуязвимой. Мароха и все остальные наблюдают за их спаррингом. Момо, будучи застенчивой, спрашивает Мароху о распространяющихся новостях о том, что Алина призналась ему в любви. Мароха интересуется, знает ли она об этом. Майя рассказывает, что все в академии знают об этом. Директор школы также принимает участие в разговоре, отшучиваясь и говоря, что различия между нациями, расами и этнической принадлежностью не имеют значения, когда ты молод. Тем временем Узук расставила ловушку из острых нитей вокруг Софии. София увеличивает свой план и проходит прямо сквозь них, но ее одежда обрывается. Позже вечером
Вечером Маро и остальные уходят, когда к ним приближается Алина. Она ждала Мароху. Когда Сацуки и Шизуно спросили о ее весе, она ответила, что хочет пойти на свидание с Марохой завтра. Сацуки, будучи очень ревнивой, не дает разрешения, но с тем исключением, что они все трое идут вместе. Алина согласна на все условия, но Шизуно уходит, так как она занята на завтра и не пойдет с ними. На следующий день, когда Мароха ждет их, Алина присоединяется к нему, надев кошачьи ушки и хвост к своему платью. Она так мило себя ведет перед ним. Люди вокруг тоже собираются. Мароха обращает внимание на то, что кошачье ухо выглядит странно, вот почему все на него смотрят. Белинау удаляет кошачьи уши и впадает в депрессию и смущение. Она говорит, что изучала японскую культуру по авторитетному источнику и подумала, что японцам нравятся кошачьи ушки и то, что они такие милые. Пока Мароха пытается подбодрить ее, ему звонит Сацуки и сообщает, что она не сможет присоединиться к ним, так как застряла с Софией в церкви, готовя еду для благотворительности, и она не сможет уйти, так как всем нравится еда, приготовленная ею. Затем Алина и Мароха продолжают свое свидание, прогуливаясь, в то время как Алина крепко держит Мароху за руку. Алина видит Макдоналдс и останавливается, чтобы сказать, что никогда его не пробовала. Мароха спрашивает, не хочет ли она попробовать, и приглашает ее к себе. Она откусывает первый кусочек бургера и ест еще, потому что ей это очень нравится. Мароха спрашивает, есть ли в России у Макдоналдс и почему она никогда раньше его не пробовала. Она отвечает, что всегда была занята тренировками и у нее никогда не было времени. Мароха затем спрашивает, как обстоят дела со школами в России. Она отвечает, что в России нет школ. Все спасители с рождения обучаются военному делу, и у них нет времени ни на что другое. Мароха предлагает ей чаще проводить с ним время, и он хочет, чтобы она познакомилась со всеми его друзьями. Алина спрашивает его, почему он доверяет ей и не подозревает ли он, что она может быть наемным убийцей, на что он отвечает, что это зависит от того, хочет ли она убить ее или нет. Алина говорит, что он напоминает мне человека, с которым она познакомилась давным-давно, главу британской штаб-квартиры Эдварда. Тем временем Сидзуно звонит помощнику Эдварда Анджеле и интересуется подробностями, касающимися биографии Алины. Она говорит Анджеле, что ей около 15 лет и ее зовут Алина Аршавина. Анджела в шокированном состоянии упоминает, что Алина та самая девушка, которая напала на Эдварда много лет назад, и ее называют главной причиной ее репутации убийцы. Мароха и Алина идут в кино, где Алина садится на него сверху, и, чувствуя себя неловко, он пересаживает ее на соседнее сиденье. Вернемся к тому свиданию, когда Мароха и Алина фотографируются в фотобудке, а затем Мароха выигрывает для нее игрушку из автомата коготь. После этого они идут в кино, где Алина садится на Мароху сверху, и он сажает ее на соседнее сиденье, а Алина хватает его за руку. Позже они идут в парк, где Мараха берет выпивку для Алины и садится, чтобы заметить ребенка, играющего со своим отцом. Он говорит, что раньше также играл со своим дядей. Алина спрашивает твоего дядю, а почему не с твоим отцом? Затем он уточняет, что его родители умерли, когда он был маленьким, поэтому после этого он жил со своими дядей и тетей, и он рад, что они стали его семьей. Как и Алина, у нее есть брат. Затем он говорит Алине, что хотел бы когда-нибудь познакомиться с ее младшим братом, на что Алина отвечает, что тоже хочет познакомиться с его дядей и тетей. Ночью Ворон прилетает к Алине в окно. Ворон – это человек по имени Конрад, который использует тело Ворона. Кондрат доволен тем, как идут дела с Марохой, и Алина заставляет его доверять ей. Лена говорит, что у Маро есть слабость в друзьях и семье, поэтому ей нужно стать ее слабостью. Кондрат говорит, что если она сможет справиться с Марохой, то он замолвит словечко перед русским террором, чтобы она могла проводить время с его младшим братом. На следующий день в академии Алина находит письмо, которое выпало из ее шкафчика. И в следующей сцене Алина предстает перед Шизуно, спрашивая о письме, которое она ей написала. Шизуно уточняет, что это не любовное письмо, а вызов на поединок. Она знает, что Алина главный организатор, козырная карта российского террора. Именно поэтому она больше не может позволить ей находиться рядом с Марохой. Шизуно призывает свой посох, накладывает замораживающее заклинание и начинает атаковать Алину. Алина с первого раза уклоняется, но в конце концов попадает под действие заклинания. Вскоре она приходит в себя и уворачивается. После того, как она увернулась от еще одного заклинания, Алина появляется позади Шизуно и бросает в нее нож, но ее посох превращается в ледяного дракона, чтобы блокировать удар. Затем дракон нападает на Елену, отбрасывает ее в сторону и наносит ей удар. Пока Елена лежит на земле, Шизуно начинает писать другое заклинание. Елена, не имея другого выбора, призывает свой меч, который является черным мечом, пропитанным фиолетовой планкой. Как только Шизуно направляет на нее свое заклинание, она поглощает его одним взмахом меча. Меч поглощает план, что может быть очень проблематично для Шизуно. Когда Алина бросается к Шизуно, она запускает несколько заклинаний одно за другим, но каждое из них поглощается. Даже ледяной дракон возвращается в свое первоначальное состояние в виде посоха. Затем Алина направляет свой меч на Шизуно и угрожает ей, что оставит на ее лице шрам, если она услышит хоть одно слово об этой битве завтра. Шизуно с уверенностью отвечает, что даже если у нее на лице останется шрам, Мароха не перестанет любить ее. Алина вздрагивает, услышав ответ, когда на шум прибег учитель, и она убегает в лес. На следующий день в академии Майер разговаривает с Марохой и Сацуки о том, что у Сидзуно и Алины сегодня выходной. Мароха навещает Шизуну, у которой одна нога забинтована. Затем Шизуно рассказывает, что Алина наемный убийца по имени Главный Атар, и она здесь, чтобы убить его. Мароха спрашивает, откуда она об этом знает. Бен Шизуно рассказывает, что прошлой ночью она боролась с ней, чтобы подтвердить свои подозрения. Мароха очень расстроился и обнял ее. Он рад, что она в безопасности, но ругает ее за то, что с ней могло что-то случиться. Мароха говорит ей, что даже если
если она наемный убийца, в ней есть что-то хорошее. Тем временем Алина испытывает боль из-за травмы, полученной в драке с Шизуно. Ей снится сон о брате, за которым она следит, но ее лицо закрыто. Когда она просыпается, Кендра в образе кошки говорит ей, что Мароха знает о ее тайне, и ей нужно как можно скорее покончить с этим. Затем Алина высаживает его у двери. Сью, Мароха и Сацуки приходят навестить ее. И как будто ничего не случилось. У Марохи начинает заживать колено, а Сацуки готовит для нее в точности так, как это делают друзья. Ночью Алине снится кошмар, и она просыпается, чтобы увидеть Мароху, держащего ее за руку. А на следующий день Майя приходит, чтобы привести ее в порядок. На следующий день приходит Момо и готовит для нее. Дни идут за днями, и однажды София приходит и разговаривает с ней. Она приглашает ее пожить в Японии в качестве студентки академии, как будто она из США. Она говорит, что у Алины может быть много друзей, но она продолжает думать о его брате. Вскоре входит Мароха, и Алина встает и говорит ей, что хочет пойти на другое свидание на следующей перемене. Сцена переносится на тот день, когда Алина и Мароха едут в автобусе. Сидзуно звонит Сацуки по поводу Марохи. Она отвечает, что Алина и Мароха ходили на свидание. Мароха и Алина гуляют в парке, где Алина показывает свою униформу плана и вызывает своего плана. Она начинает бросаться на Мароху, чтобы убить его. Тем временем Сацуки и Шизуно появляются у входа, но София останавливает их, чтобы вмешаться. София делает это потому, что Ушк хочет, чтобы Мароха убил Манатора. Сацуки удерживает ее, когда Шизуно заходит внутрь. Балина стремительно атакует Мароху. Мароха отбивается заклинаниями, но его планка продолжает опускаться, потому что ее меч поглощает их. Мароха увеличивает свою планку для атаки, но даже на расстоянии меч поглощает их. По мере продолжения боя Мароха попадает в трудную ситуацию, так как быстро теряет свою планку. Затем он вспоминает свою прошлую жизнь, где он использовал базовые приемы владения мечом без плана, чтобы сражаться с большой армией. Мароха использует ту же технику, чтобы нанести удар. С другой стороны, оружие Софии начинает ржаветь, так как ее план слишком силен, чтобы справиться с ним самим. Она атакует Сацуки, а та продолжает уклоняться, пока ее меч не сломается, не говоря уже о том, что она использует руку, чтобы блокировать атаку. Этот удар уничтожает оружие Софии, и она сдается. Вернемся к Марохе и Алине. Мароха избивает Алину, и она стоит на коленях, когда Мароха говорит ей, что хочет спасти ее брата и хочет, чтобы она присоединилась к нему. Вскоре появляется Шизуно и говорит Алине, что у нее даже нет брата, потому что она была одна, когда ее бросили снежной ночью. Белина не верит ей, но потом она спрашивает, как зовут его брата и сколько ему лет. Белина поражена тем, что не может вспомнить. Появляется Конрад и рассказывает, что Шизуно говорит правду, поскольку именно он внедрил в ее мозг эту выдумку о ее брате, и теперь она разрушена. Это повергает Алину в шок, и она не в состоянии переварить услышанное. Кондрат берет контроль над ее телом и начинает нападать на Мароху. Кондрат изо всех сил пытается убить его, но Мароха внезапно совершает прорыв и увеличивает свой план до бесконечности. Кондрат пытается поглотить план своим мечом, но тот ломается из-за избытка плана. И одним ударом заклинания Кондрат отделяется от тела Алины. Мароха говорит Алине, что он будет той семьей, о которой она мечтает. Тем временем Кондрат умоляет сохранить ему жизнь перед русским террором, но из-за его неудачи она уничтожает его. На следующий день Алина пытается покинуть страну, но Мароха останавливает ее и накладывает усыпляющее заклинание. Держа ее на руках, он звонит Эдварду и говорит, что начинает войну с русским террором, так что поддержи его. Первая цель Марохи – город Владивосток, Россия. Он останавливает свою машину и спрашивает, где находится русский террор, но тот отказывается и нападает на Мароху. Мароха запрыгивает на верхнюю точку моста и пишет заклинание, которое обрушивает на него гром с неба, оставляя его лежать на земле. Анджела говорит Марохе прикончить его, но он говорит, что у него нет плана кого-либо убивать, и он собирается снести все ветки в России, чтобы уничтожить его. Найди ее. Мароха протыкает вождя острием своего меча, просто чтобы вселить в него страх и уйти. Анджела и Мароха едут на поезде, чтобы добраться до следующего места назначения за другим вождем, а этого оставляют, чтобы отправиться навстречу русскому террору. Раненый вождь добирается до места, где русский террор разговаривает с ним через волшебное зеркало. Он подробно рассказывает о том, как он потерял Тамору и о своем плане развязать против нее войну и атаковать каждую ветвь власти. Русский террорист, получив информацию, поражает вождя мощным заклинанием молнии и убивает его. Русский террорист по секрету говорит своим подчиненным, чтобы они не возвращались ни в одно отделение и позволили Марохе прийти к ней. Мароха и Анжела продолжают заходить в каждое отделение по очереди и побеждать их всех, пока не доберутся до Красноярска. Они выходят со станции со своим багажом, когда чувствуют, что за ними кто-то следит. Мароха говорит, что их там 8 человек. Затем Мароха прыгает и убегает в лес, чтобы последователи добрались до него там. Один из них нападает на Мароху и говорит, что Мароха должен покинуть страну ради всеобщего блага. Затем на него нападает пара близнецов. Близнецы создают своих двойников, но Мароха все равно блокирует их. Огненное заклинание летит прямо на них, поэтому он спасает близнеца, отталкивая их. Затем он начинает нейтрализовывать их одного за другим, пока не находит одного из них, который спрашивает его, почему он спас близнецов. И он отвечает, что хочет, чтобы все выжили. Значит, одним щелчком он еще и усыпляет ее. Последний из них сражается с Анжелой, но у него на спине висит зеркало, с помощью которого русский террорист пишет заклинание. Когда заклинание вот-вот подействует, Мароха отталкивает Анжелу и получает мощный удар грома. Сцена переходит в кошмар Марохи, где дракон нападает на Сацуки и Шизуно. Когда он просыпается, рядом с ним спит Анджела. Когда Анджела просыпается, она очень смущена, но потом объясняет, что в тот момент
момент, когда заклинание грома поразило Мароа, он был тяжело ранен. Поэтому она несла его на спине в безопасное место, и они нашли заброшенный дом. Далее она объясняет, что для того, чтобы исцелить его, ей пришлось переспать с ним, чтобы сработал ее особый навык исцеления. Мароха благодарит ее за помощь. Тем временем приходит та же самая девочка, которую Мароха лишил сознания прошлой ночью, применив аффликт. Она уточняет, что она хозяйка дома, ее зовут Катя, и она является лидером этого районного отделения. Она не хочет драться с Марохой, потому что знает, что Мароха хороший парень и не хочет никого убивать. Вместо этого она просит об одолжении помочь спасти ее подругу по имени Юлия из лап русского террора. Позже в поезде она объясняет, что русский террор принимает детей-спасителей, у которых нет семьи, и промывает им мозги, чтобы они стали ее телохранителями. Катя говорит, что они найдут Юлию там, где находится русский террор, поэтому она собирается отвезти их туда. Когда они добираются до остановки, Мароха снова одним движением лишает ее сознания, чтобы она не присоединилась к ним и не пострадала. Мароха и Анджела идут вместе, и Мароха также говорит Анджеле не вмешиваться, так как он не хочет, чтобы ей тоже причинили какой-либо вред. В то время как российские террористы отправляют маленького парня из прошлого на казнь, поскольку он провалил задание. Затем она выходит на свою террасу, чтобы посмотреть вдаль, где стоит Мароха, готовый к бою. Она начинает писать заклинание грома 13 уровня. Облака собираются вместе, и гром ударяет в землю, вызывая большое количество зверей и монстров, созданных из грома. Мароха теперь 1 на 1 сталкивается с сотнями громовых зверей и начинает уничтожать их одного за другим. Русская террористка во время разговора со своими подчиненными говорит, что это заклинание уничтожает класс с дредами за считанные секунды. Но против Маро оно отнимает слишком много времени. Мароха продолжает избавляться от них одного за другим. Внезапно несколько телохранителей с промытыми мозгами русских террористов напали на Мору. Мароха теперь тоже сражается с ними, защищая их от громовых зверей. Юлий наложил на него заклинание притяжения, и он не может двигаться. Телохранители и чудовища вот-вот нападут, но Анжела и Катя появляются, чтобы спасти его. Сацуки, Шизуно и Алина также попадают туда через телепортационные врата, чтобы поддержать его. Бикина пытается убедить телохранителей, что им промыли мозги так же, как и ей, и что с Маро она в полном здравом уме. Катя тоже пытается поговорить через Юлию, но потом Алина срезает ожерелье, и она все вспоминает. Юлия, придя в себя, приказывает всем остальным телохранителям поддержать Мароху. Теперь Мароха и его друзья, включая телохранителей, противостоят русскому террору. Каждый из них уничтожает по нескольку чудовищ. Тем временем русская гроза начинает петь песню, и пока она поет, из-за бушующего грома из облаков появляется воин размером с гору, сделанный из грома. Юлий и Шизуно пишут заклинание, и в довершение Мароха использует свое заклинание Иньян, слитое с ним, но заклинание попадает в цель. Ничего, ни единой царапины на громовом воине. Воин атакует их громовым ударом, но они просто уклоняются от мощного взрыва. Они отступают, чтобы применить защитное заклинание, но оно не сработает против мощного взрыва. Мароха вспоминает свою прошлую жизнь, пишет длинное заклинание 13 уровня и вбивает его в землю. Земля взорвалась, и огромные волны воды хлынули во все стороны, покрывая землю. Затем Мароха постучал ногой, и большие щупальца воды двинулись к воину, чтобы окутать его. Воин был раздавлен и уничтожен на куски. Русская террористка теряет надежду, а ее подчиненные разбегаются, так как начинают бояться Марохи. Мароха появляется перед ней, и она использует другое заклинание, но Мароха мгновенно его отбивает. Русская теперь умоляет Мароху пощадить ее и сохранить ей жизнь. Мароха в гневе приказывает ей больше никого не убивать и оставляет ее запертой. Директору школы звонят и сообщают, что Мароха выиграл войну и скоро вернется. Но он собирается остаться на ночь и воспользоваться вратами телепортации на следующий день. Майя становится очень грустно, потому что она ждет его и долгое время спит одна в их комнате. И теперь ей приходится ждать еще один день. Мора и остальные вместе наслаждаются паровой баней, где Сацуки и Алина вступают в спор о том, кто будет младшей сестрой Сацуки. Мора. Они бросают друг другу вызов в игре, чтобы узнать, кто дольше продержится в горячем пару, пока они наливают воду на угли. При наливании воды на угли образуется больше пара, в результате чего повышается температура. Все начинают выходить из бани один за другим, потому что становится слишком жарко. В конце Сацуки и Алина выполняют упражнения, чтобы посмотреть, кто продержится дольше, а Мароха и Шизуно остаются зрителями. Затем Сацуки и Алина решают все с помощью армрестлинга, в котором Сацуки побеждает. Ночью Мароха рассказывает Шизуно о своем сне, в котором дракон нападал на Сацуки в ее и его прошлых жизнях, но он не может этого вспомнить. Шизуно предсказывает, что это может быть связано с будущим событием. Тем временем Эдвард и Анду обсуждают триумфальную победу Маро над русским террором. Анду внезапно чувствует боль от того, что грядет еще одна метафизическая битва. Маро и другие собираются уходить через врата телепортации, но ему звонит Анду. Когда все остальные прибывают в Японию, Майер ждет Мароху, но его там нет. Сацуки говорит, что он останется здесь еще на один день, чтобы сразиться с метафизиком. Мароха с Катей и Юлием будут сражаться в метафизической битве, поскольку русский террор
террор недоступен. Майеру грустно, потому что он ждет Мароху, но чтобы поддержать ее, Сацуки предлагает переспать с ней ночью. Тем временем Эдвард в разговоре с Анджелой упоминает, что состояние Анду ухудшается и, возможно, грядет что-то действительно плохое. В кошмаре его сопровождает Сацуки, так как все остальные тоже присоединились к ним один за другим, даже Анджела тоже там. Чтобы было веселее, они затеяли бой подушками. Бой подушками продолжается и после того, как они ложатся спать. На следующий день Анду просыпается в больнице и говорит Эдварду, что приближается древний дракон. В небе открывается портал, и на город выходит метафизический дракон. Забастовщики готовятся к битве, так как город эвакуируется. Остальные ученики остаются внутри академии в целях безопасности, в то время как директор и Майя бегут на некоторое расстояние, чтобы подготовить транспортные ворота к завтрашнему дню. Анджела также присоединяется к забастовщикам, чтобы сражаться. Забастовщики планируют устроить засаду на дракона и окружить его, но дракон догадывается об этом и взлетает высоко. Он возвращается, бросая в них огненные заряды. Во время бега Сацуки спотыкается и падает. Дракон собирается напасть на нее, но его спасают остальные нападающие. Нападающие атакуют ее целым набором заклинаний, но дракон отменяет их, переписывает в своих глазах и наносит ответный удар большим заклинанием. Тем временем Мароха смотрит на ситуацию по трансляции и внезапно вспоминает о драконе, уничтожившем Сацуки и Шизуно в прошлом. Он упоминает, что дракон следовал за ним во все эпохи, чтобы уничтожить то, что ему дорого. Нападающие упорно борются с драконом из-за его повышенной силы и интеллекта, не похожих ни на какие другие метафизические силы. Директор школы, с другой стороны, готова использовать транспортные врата, но она ждет, когда они станут новыми. Как только часы пробьют 12, она начнет писать заклинания. Капитан пытается сразиться с драконом со спины, но падает, и вице-капитан вовремя оказывается перед ним, чтобы защитить его. Сацуки, с другой стороны, находится в поле зрения дракона и подвергается его нападению. Момо бросается спасать ее. Она отталкивает ее, но сама оказывается сбитой с ног атакой дракона. Огонь достигает здания, которое вот-вот обрушится на Майю, но директриса оставляет заклинание, чтобы спасти ее, и сама застревает под обломками. Она просит Майю завершить заклинание от ее имени, поскольку сама не в состоянии этого сделать, и дает ей свою магию. Майя надевает шапочку директора и начинает переписывать заклинание заново. Дракон пытается напасть на Майю, но вовремя появляется Эдвард и блокирует атаку. Под защитой Эдварда Майя завершает заклинание для транспортных врат. Мароха проходит через врата, но на его лице читаются гнев и разочарование. Когда дракон пытается напасть на Сацуки, Мароха отклоняет атаку, чтобы спасти ее. Он приказывает всем отступить и не вмешиваться ни при каких обстоятельствах, особенно Сацуки и Шизуно, так как он сам справится с драконом. Он пишет заклинание, чтобы использовать инь-ян, но дракон отменяет удар. Шизуно говорит ему, что оно может отменить и нейтрализовать любое заклинание, которое мы бросаем в него. Так что Мароха перестает использовать любые заклинания и начинает использовать против него только план. Затем дракон использует атаку звуковой волной, ту самую, которую использовал метафизик уровня крепости. А затем дракон вызывает жуков, таких как и это тоже. Таким образом, все предполагают, что дракон обладает всеми способностями предыдущих метафизиков, с которыми они сражались. Пока Мароха сражается с жуками на призыве, дракон появляется позади Сацуки и Шизуно и превращает их в камень. Мароха кричит от гнева, расстраивается и наполняется ненавистью, потому что все, что происходило в его прошлых жизнях, происходит снова. Из чистой ненависти он нападает на дракона, не контролируя себя, и пишет заклинание на его шкуре, чтобы оно не отменяло и не противодействовало ему. Но заклинание слишком сильное даже для дракона и может уничтожить целый город. Мароха собирается применить его, но Сацуки и Шизуно освобождаются от оков и появляются рядом с ним на плане своей обычной жизни. Увидев это, Мароха приходит в себя. План Марохи также меняется наполовину его обычной жизни. Видя, что Мароха на их стороне, нападающие встают на ноги и начинают атаковать дракона, чтобы поддержать его. Пока Мора, Сацуки и Шизуно приближаются к дракону, каждый из их друзей уступает им дорогу, русские спасители тоже там. Когда дракон пытается противостоять их заклинанию, Анжела бросает нож в глаз дракона, и теперь он не может этого сделать. Отмените или отмените действие заклинания. Мароха пишет абсолютный инь-ян, и он вместе с Сацуки и Шизуно наносит мощный удар по дракону. И со вспышкой света дракон уничтожается. Анду приходит в себя в больнице, а это значит, что все возвращается на круги своя. Мароха и остальные провожают Эдварда и Анджелу в аэропорт. Единственное, чего не хватает, это академии, которая была разрушена во время нашествия дракона. Мароха, Сацуки и Шизуно направляются к академии, где Мароха говорит Шизуно, что теперь он помнит, что она была его женой в прошлой жизни. Шизуно просит его сохранить это в секрете, и они пытаются поцеловать друг друга, но Сацуки бросается к ним, и они оба целуют его в щеку. В академии их все ждут, и они вместе устраивают вечеринку,